Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Солнце Намибии не просто светит, оно давлеет. К полудню воздух в национальном парке Этоша становится густым, как сироп, и дрожит над выжженной саванной, превращая горизонт в зыбкое марево, в котором очертания деревьев акации превращаются в причудливых призраков. Майкл, ветеринар с 10-летним стажем, чей путь в этих краях начался еще в юности, вел свой старый внедорожник по пыльной колее. Его машина была пропитана запахом антисептиков, старой кожи и сухой травы, ароматами жизни, посвященной спасению тех, кто не может попросить о помощи. Его работа приучила его замечать малейшие отклонения от нормы. Дикая природа — это безупречный механизм, где каждое движение оправдано инстинктом или необходимостью. Но то, что он увидел у пересыхающего русла реки, заставило его нажать на тормоза так резко, что пыль обогнала машину и плотным облаком осела на лобовом стекле. В нескольких десятках метров от дороги стоял бегемот. Одинокий, огромный, он замер посреди открытого пространства, полностью игнорируя отсутствие тени. Для гиппопотама, существа, чья кожа крайне чувствительна к ультрафиолету и нуждается в постоянном увлажнении, стоять вот так под палящими лучами в полдень было равносильно медленному самоубийству. Обычно в это время они сбиваются в группы в глубоких заводях, выставив над водой лишь ноздри и уши. Майкл заглушил мотор. В наступившей тишине было слышно только потрескивание остывающего металла и далекий пронзительный крик орла-крикуна. Он взял бинокль, и его сердце сжалось. «Что с тобой, парень?» — прошептал он. «Ты выглядишь так, будто сдался». Прошел час. Майкл не уезжал. Он знал характер этих животных. Бегемоты считаются самыми опасными млекопитающими Африки. За внешней неповоротливостью скрывается взрывной темперамент и челюсти, способные перекусить крокодила. Но этот гигант выглядел иначе. В его позе не было угрозы, только бесконечная, парализующая тяжесть. Он не махал хвостом, не переминался с ноги на ногу, даже его маленькие уши, обычно постоянно вращающиеся, замерли в неестественном оцепенении. Майкл понимал, если он уедет сейчас, завтра он найдет здесь только пиршество для грифов. Животное явно страдало. Профессиональный азарт смешивался с глубоким состраданием, которое так и не притупилось за годы практики. Майкл помнил сотни спасенных жизней, но каждый раз перед ним вставал новый вызов, требующий не только знаний, но и смелости. Он медленно открыл дверь. Скрип петель показался ему оглушительным. Каждый шаг по сухой траве отзывался хрустом, который, казалось, разносился на километры вокруг. Майкл не пытался прятаться. Наоборот, он хотел, чтобы бегемот его видел. Скрытность, дикое животное, может принять за маневр хищника, а открытость иногда она творит чудеса, понятные только тем, кто живет в гармонии с природой. Когда до зверя оставалось около 15 метров, дистанция, которую любой опытный рейнджер назвал бы зоной смерти, Майкл остановился. Бегемот медленно, с видимым трудом повернул голову. Его глаза, обычно гневные и маленькие,
теперь казались огромными и влажными. В них не было ярости, только глубокая тупая усталость и какая-то мольба. Он посмотрел на человека долгим, изучающим взглядом и тяжело вздохнул, выпустив струю горячего воздуха. После чего бегемот просто отвернулся, уткнув морду в сухую землю. Это был жест абсолютной покорности судьбе. Подойдя еще ближе, Майкл замер от увиденного. По серым, складчатым щекам бегемота стекали темные, влажные дорожки. Конечно, биологически это не были слезы в человеческом понимании, скорее секрет слизистых оболочек и лимфа, смешанная с пылью. Но выглядели они именно как следы безутешного горя. Причину страданий Майкл увидел почти сразу. С правой стороны, прямо под нижней челюстью и глубоко в складках мощной шеи, раздулся огромный абсцесс. Опухоль была размером с футбольный мяч, кожа на ней натянулась до глянцевого блеска и местами уже начала сочиться сукровицей. Каждое движение, каждый вдох причиняли животному невыносимую боль. Инфекция, скорее всего, уже начала отравлять весь организм, вызывая жар и дезориентацию. Майкл медленно отступил назад, не сводя глаз с пациента, и достал рацию. «База, это Майкл. У меня ЧП в квадрате 4Б. Взрослый самец бегемота, тяжелый сепсис, огромный абсцесс в области челюсти. Мне нужна группа захвата, транквилизаторы и полный хирургический набор. И поторопитесь, он на грани истощения». Пока команда добиралась до места, Майкл решил сделать то, что не прописано ни в одном ветеринарном учебнике. Он сел на землю в нескольких метрах от бегемота и начал разговаривать с ним. «Тише, старик, тише. Помощь уже едет. Ты только держись. Мы не причиним тебе зла, честное слово». Он рассказывал ему о дождях, которые скоро придут в долину и наполнят сухие русла прохладной водой, о сочной траве, которая вырастет на берегах. Голос Майкла, спокойный и монотонный, действовал магически. Напряжение в теле животного стало спадать. Бегемот перестал мелко дрожать. В какой-то момент он даже прикрыл глаза, словно голос человека был единственной нитью, удерживающей его в сознании над пропастью забытья. Это был момент странного, почти мистического единения. Человек и одно из самых опасных существ на планете сидели рядом в раскаленной пустыне, объединенные признанием боли и хрупкости жизни. Рев приближающихся джипов нарушил тишину через 40 минут. Команда Майкла действовала четко, зная, что цена ошибки может быть фатальной для всех. «Осторожно!» — скомандовал Майкл. «Он слаб, но это все еще 3 тонны мышц. Используем минимальную дозу седативного, его сердце может не выдержать полной нагрузки из-за обезвоживания». Стрелок с пневматическим ружьем занял позицию. Легкий хлопок, и дротик с ярким оперением вонзился в мощный круп. Бегемот лишь вздрогнул. Через несколько минут его голова мягко опустилась на песок, и он погрузился в глубокий сон. Работа закипела. Пока 2 ассистентов поливали кожу зверя водой из канистр, чтобы предотвратить перегрев под солнцем, Майкл приступил к операции. Когда он вскрыл абсцесс, даже бывалые санитары отступили на шаг от резкого запаха гноя. «Боже, как он вообще держался!» — прошептал один из помощников, вытирая пот со лба. Майкл работал быстро и уверенно. Рану тщательно вычистили, удалив несколько литров инфицированной жидкости.
Затем последовала многократная промывка антисептиками и введение ударной дозы антибиотиков пролонгированного действия. «Шить не будем», — решил Майкл. «Рана должна оставаться открытой для дренирования. Природа саванны сама закончит работу, если мы убрали основной очаг заражения». После введения антидота вся команда поспешила к машинам. Пробуждение дикого животного после наркоза — самый опасный момент. Зверь может проснуться в ярости и атаковать все, что видит. Майкл остался в кабине своего внедорожника, наблюдая через боковое стекло. Прошло 10 минут. Бегемот шевельнул ушами. Затем он глубоко вдохнул. Впервые за долгие дни этот вдох не отозвался режущей болью. Он медленно поднялся на ноги, пошатываясь от остатков седативного препарата. Его взгляд блуждал по окрестностям, пока не остановился на машинах. Люди замерли, ожидая агрессии, но бегемот не собирался нападать. Он сделал несколько неуверенных шагов в сторону внедорожника Майкла. Бегемот был так близок, что Майкл видел каждую морщинку на его коже, покрытой тонким слоем пыли, и чувствовал его теплое, пахнущее речной тиной дыхание. Животное замерло прямо у двери. Затем, совершив невероятно мягкое и осознанное для такого гиганта движение, бегемот коснулся мордой крыла машины. Именно там, где за стеклом сидел человек, спасший ему жизнь. Это был не удар и не попытка отодвинуть препятствие. Это было нежное, почти трепетное касание. Бегемот посмотрел Майклу прямо в глаза. В этом взгляде больше не было боли. Там была глубокая, тихая благодарность, понятная, без слов. Через мгновение великан отстранился. Его походка стала тверже, он расправил мощные плечи и, не оглядываясь, спокойно направился в сторону далекой синей полоски леса, где текла жизнь. Майкл еще долго сидел в кабине, не в силах завести мотор. В салоне пахло пылью и антисептиком, а на металле двери осталось небольшое влажное пятно от прикосновения исполина. Его руки, привыкшие к скальпелям, слегка дрожали от пережитого волнения. «Ты видел это, Майк?» — раздался в рации приглушенный голос коллеги. Он ведь подошел попрощаться. «Нет», — улыбнулся Майкл, глядя на удаляющуюся серую тень. «Он подошел сказать, что мы не зря выбрали эту работу». Солнце начало клониться к закату, окрашивая Намибию в золотистые, багряные и фиолетовые тона. Жизнь в национальном парке продолжалась своим чередом, но для одного большого сердца в этой огромной пустыне мир сегодня стал чуточку светлее. Этот редкий и трогательный момент навсегда остался в памяти всех очевидцев, как напоминание о том, что доброта и сострадание способны разрушить любые преграды между мирами людей и животных.